знаешь, что там нормально? Да само собой. Откуда ты вообще знаешь это место? Так в том же году в поход ходил, в конце 9-го. И ты ходил? Нет. Что, родаки не пустили? С чего ты взял, что не пустили? Такого не было тогда. Он же с родаками на юг ездил, да? Сначала вообще всем классом хотели пойти в конце мая, но в итоге не собрались. Еще бы. Кому охота с классной идти? Тебе же ничего делать нельзя. А помните, как в конце 6 класса ходили в поход с классом? Только тогда не в палатках спали, а в какой-то школе жили. Ты ж тогда был. А ты? Не, меня не взяли. А, ну да. Ты ж тогда двоечником был. А вот этого не надо. Двоечником я никогда не был. Меня не взяли за плохое поведение. Классуха так и сказала. Тогда еще кроме классной Лариска с нами ходила. Помнишь Лариску по физкультуре? Еще бы. Такого персонажа трудно забыть. Говорят, она была пьяницей и лесбиянкой. С Катькой из продленки. Кроме этого, она еще и воровала. Нам Новикову, математичка наша, рассказывала, когда мы к ней домой ездили экзаменационные работы переписывать. Что значит переписывать? Ну, после первого экзамена по математике все трое медалистов ездили работы переписывать. Чтобы все было красиво, без помарок, чтобы Райану не придиралась. Угу, не зря старались. Но я вообще не про это. Новикова рассказала, что Лариска в день зарплаты в учительской из кошельков деньги воровала. Да, это пока учителя втирали нам про скорую победу коммунизма. И Новикова утверждала, что она поймала ее за руку. Она была председатель коммунистической организации школы. И Лариске сказали, что если она все деньги вернет, то суд подавать не будет. А она спокойно уводится по собственному желанию. А, теперь понятно, почему она так резко вдруг исчезла. Ничего себе, какие у вас страсти. А что, у вас в Ленинграде такого не было? Ну, в моей замызганной школе, Купчино, такого не было. Сань, помнишь, как ты на НВП прикольнулся? Когда меня военрук выгнал? Ага. А что там было? Расскажите. Ну, в общем, сидели мы у него в каморке. Нас же всего в классе 4 было. Ну, он прям в каморке уроки проводил, чтобы автоматы в класс не выносить. Или бухать по-тихому. Не, про бухать я не слышал. Все знали, что он бухает, но чтобы при учениках. А ты что, видел? Не, ну все знали. Ну так, в общем, сидим мы в его каморке, ну и он там что-то про свои автоматы, калаши рассказывает и спрашивает, а как-то это отверстие называется? А я про это отверстие первый раз слышу. Ну и говорю, анальное. И что он сделал тогда? Выгнал и двойку поставил? Не, только выгнал. Говорит, вон отсюда, скотина и моральный урод, разлагаешь дисциплину. Это же надо додуматься. Тут кругом враги повсюду. Страны НАТО готовят провокации, а ему все шуточки. Здесь мы будем ставить палатки. А озеро? Озеро там. Я же говорю, мы тем летом уже здесь были. Далеко? Ну, не совсем. А палатки ближе поставить можно? Если б можно было, я так и сказал. Ну пойдем посмотрим, где твое озеро. А то еще окажется, что до него переться полкилометра. И что тебе военрук в итоге за год поставил? 5. Он всем пацанам 5 поставил. Хотя мне мог и не поставить, конечно. Ну не только за этот случай, а вообще. Он спорил с ним, военрук ему про Сталина, мол, Сталин войну выиграл. А этот про репрессии. Ну, это местечко. Да уж, глянь еще те кадры. Взять хотя бы директора. Он нам на последнем звонке объяснял политику партии. Говорил, что мировая коммунистическая революция неизбежна, и первой европейской страной, где это произойдет, станет Италия. Да, отсталый чувак, конечно. Революция в Италии. У нас одна девчонка из школы ездила.
Говорит, зашла там в продовольственный магазин и чуть не расплакалась от того, сколько там разных сортов колбасы. Революция в Италии. Зачем им революция? Чтобы стало как у нас? Красиво здесь. Ну так я ж говна не посоветую. Ладно, погнали палатки ставить. Запомнил, как тебе? Если хочешь, спи со мной, а пацаны пусть все в другой палатке. Не бойся, это для меня не проблема. Ты же уже давно решила, что будешь спать с Сашей. Правильно? Это маме твоей мы скажем, что спали вместе в палатке. Кстати, ты бы могла мне немножко раньше рассказать о нем, до похода. А когда надо было? Ты только 3 дня как приехала. Но все равно ты мне про него ничего не рассказывала. Типа ты мне что-нибудь рассказывала. И он тебе даже про препода рассказала. А ты мне ничего. Ну все, палатки готовы, как говорится, все в лучшем виде. Ну что, купаться? Или сначала пожрем и бухнем? Купаться. Давайте выпьем, а то по трезву купаться не в кайф. Да, давайте выпьем, а потом пойдем купаться. Ну, значит, большинством голосов было принято решение об употреблении алкогольных напитков и последующем переходе к водным процедурам. Ну и кому-то самый здоровенный достанется. Так. Так, держи. Держи. Ну что, кто будет тост говорить? Значит так, господа. В этом году мы все закончили школу. Кто-то поступил в университет. А давайте же выпьем за то, чтобы у нас не было никаких проблем с учебой. И те, кто не поступил, обязательно поступили на следующий год. Давайте. Замечательно. Ура! А у меня уже огурчик. Дай-ка, пожалуйста, пока нового не начну, нового не наморежи. Тебе жалко, что ли? Экономия. Не слишком ли ты торопишься, Андрюша? А между первой и второй. Ну да. А ты быстрее можешь? Да? Ну, а сальником закрой. Ну, Ну, давайте я схожу.
Это ведь, получается, наши последние каникулы? В смысле, в последней школе. У нас есть еще целый месяц каникул. Ну, за то, чтобы это были классные каникулы. Ура! Да. Ну вы прям как мисс Могилев. Мисс Могилев и мисс Ленинград. А в этом году был на конкурсе «Мисс Могилев». Принимал участие? Ага. Ходил в купальнике и жопой вилял. У меня друга знает организатора, и он ему билеты дал. А он меня с собой взял. Победительница, знаете, сколько лет? Прикиньте, какая старая. 23. В смысле старая? В 23 года? Посмотрим, что ты скажешь, когда тебе самому будет 23. Или 25. Или 55. Все, ладно, погнали. Пошли. Там у озера. Там? А, он закрыт. А ну-ка быстро прекратили это безобразие. Комсомольцами еще называется. Куда школа смотрит? А комсомольская организация? Завязали руку быстро. Комсомольцами еще называется. Ты когда в Москву? Вечером 11-го, концерт 12-го. А что за концерт? Ты что, Андрюхе не рассказывал? Да, я не успел еще. Да и он такую музыку не слушает. Какую такую? Ну, металл, там Скорпионс будут, Оззи Осборн. А тебя он с собой не берет? Я бы поехала, хоть я такую музыку и не слушаю. Просто чтобы в Москву. Но я не могу. Еду с родаками отдыхать в Одессу. И Оля тоже с нами. Я бы тоже в Москву скатался. Но не на концерт, а так, что-нибудь шмоток прикупить на Рижском. А ты билеты купил? Да. Ладно, я подумаю еще. Может, сяду к тебе на хвост. Блин.
Да. А помнишь, как в том году в Киев ездили? Ну, конечно. Нормально было, да? Да, если бы, конечно, классно еще не доколупывалась. Но до меня-то она больше доколупалась. Мамку вызвала. Сказала, что я тебя свожу. А ты хочешь сказать, что ты меня не сводишь? Да, она и сейчас считает, что ты меня сводишь. Когда узнала, что ты тоже в поход идешь, так вообще не хотела меня пускать. Ну. И как ты ее убедил? Сказал, что я уже взрослый человек, студент, и могу делать все, что захочу. И это подействовало? Нет. Тогда я сказал, что напишу заявление на общагу и буду жить там. Опа. О, пришел. Ну все, Марадонна. Ну что, может быть, выбивалу? А это как? Ты что, не знаешь, как играть в выбивалу? Нет. Ну, все становятся в круг, и мы пасуем друг другу мяч. Кто не словил, садится на корточки, и мы должны его выбить. Если он словил в руки, то садится тот, кто ему дал мяч. То есть, кто коснулся. Ну что, понятно? Более или менее. Ну давай. Почему ты ко мне подошел на выпускном? Ты же никогда не проявлял ко мне интереса. Да ты выглядел очень классно. Или ты просто был пьяный? Что значит пьяный? Мы вообще тогда только по чуть-чуть выпили. Сначала в туалете, а потом уже за столом. Учителя думали, что мы лимонад пьем. А вы что, кроме шампанского ничего не пили? Пили, конечно. Ты ж такая примерная, отличница. Была когда-то. А когда перестала быть? Можешь считать, что на выпускном. А ты что, до этого вообще ни разу не бухала? Всякое бывало. Не, ну вообще я раньше обратил на тебя внимание, когда ты с учителями начала ругаться. Что с тобой случилось? Ты ж такая примерная, отличница была. То и случилось. Надоело быть примерной отличницей. Просто так взяла и надоела? Нет, ты чего? Пойдем в палатку. Там же все рядом. А когда? Ночью. О, хорошо. Ночью. Будешь на будущий год опять поступать? Да я не знаю. Если от Тормухи получится откосить, может и не буду. Слушай, тебе же в ноябре 18 уже, да? То есть теоретически можешь в осенний призыв попасть. Ну, я ясен пень буду как-то пробовать откосить. Встречусь с пацанами по базарю. В том году белый гурон откосил, в этом гире и немец. Может, что подскажет. Что до этого делать будешь? Да хуй знает. На завод пойду. В учила смысла нету. Что там делать?
А ты у родственников в Минске жить будешь? Кинься ты у родственников. В общаге, конечно. Я когда документы подавал, 2 дня у тетки жил. Блять, она меня так достала. И она такая тетка старорежимная. У нее на стене портрет Сталина, прикинь, да? Я пытался с ней заговорить о том, что пишут в газетах, про репрессии, про культ личности, про 1937 год. А она такая: такое пишут только враги, а Горбачев ваш первый враг, хочет разрушить Советский Союз. А про Сталина говорит: всякий исторический деятель формируется конкретными социально-экономическими и отдельно-политическими условиями. А значит, судить его можно только с учетом этих условий и так далее и тому подобное. А кем эта тетка работает? Преподавательница в нархозе. Так знаешь, проблема не в Сталине. Насрать на Сталина. У нее пить нельзя, курить нельзя, баб водить нельзя. А в общаге самое то. Я уже узнал, буду жить с тёлками с филфака. У них, знаешь, или пацанов вообще нету, или один. И то какой-нибудь чмошный. Так они сами будут лезть на пацанов с других факультетов. А это? Оля тебе как? Оля? Да я не знал раньше, что она сестра Наташки. Видел ее, когда она раньше приезжала. Совсем малая была. Ну ничего такая, нормально. Почему ты мне вообще никогда не звонишь и не пишешь? Ты же знаешь, что я не люблю писать. А звонить времени не было. В смысле у тебя времени не было? Трудно, что ли, найти 5 минут, чтобы позвонить? Ты же понимаешь, что я вообще не хотела сюда приезжать. И в поход этот не хотела идти. Мне здесь нечего делать. А зачем тогда пошла? Мама бы меня твоя не поняла. Приехала к двоюродной сестре и не пошла в поход. И вообще это тупо. Мама меня сюда отправила, чтобы я не общалась со своими друзьями. Будто месяц сыграет какую-то роль. Будто я через месяц приеду и не буду с ними снова общаться. Зачем они так твоей маме не нравятся? Она думает, что я из-за них не поступила в универ. Плохо готовилась. Почему-то если не поступила, то плохо готовилась. А кто они вообще такие? В смысле, друзья твои? Что значит, кто такие? А обычные ребята. Кто-то форцует, кто-то играет в рок-группе. Ну, какие-то антисоциальные элементы. Тусуемся. Есть деньги — выпиваем. Ты думаешь, если я живу в Ленинграде, у меня какая-то особенная жизнь? Ничего подобного. Иногда так скучно, что хочется это все закончить. Ты что, серьезно? Я шучу. Честно, я удивился, когда увидела с Наташкой в городе после выпускного. Она такая накрашенная, в шмотках нормальных. Я тебя понял. Я тебе даже позавидовал по-хорошему. А ты почему девушку с собой не захотел взять? Да, и я когда узнал, что Наташа будет сестрой из Ленинграда, я сразу понял, что никого брать не буду, а ее попробую раскрутить. Думаешь, получится? Почему это у меня не получится? Я не знаю, она ж там с Ленинграда. У нее там может быть парень, все дела. И что парень? Спорим на бутылку водки, что до конца похода она будет в моем списке. В каком списке? В моем донжуанском списке. Ничего себе! И сколько у тебя уже их в этом списке? Пока 11, но скоро будет 12. Если еще будет. Спорим? Спорим. На бутылку водки. На бутылку водки. Оля, ты в каком районе в Ленинграде живешь? А ты что, знаешь наши районы? Ну, ты так просто спросил. А ты был хоть раз в Ленинграде? Не. Я в Купчино живу, это на окраине, почти около Кольцевой. На метро до центра
примерно полчаса. Но до метро еще нужно доехать на автобусе. Наверное, все равно, что ваш рабочий в Могилеве, если сравнивать. Понятно. А на концерт группы Кино ходила когда-нибудь? Да, была в декабре в юбилейном. Моя подруга очень любит. А ты? Неплохо, но любимая группа «Аквариум». А фильм «Игла» смотрела? Угу. Ну и как тебе? Неплохо. А я тащусь от него. 4 раза на него ходил. А ты футболом интересуешься? Ваш «Зенит» приезжал несколько лет назад. С Днепром играли. Кубковый матч. Нет, футбол это не мое. Господа, предлагаю тост за осуществление наших планов в самом широком смысле. За то, чтобы все, о чем мы мечтали, у нас было. Ура! Ну и о чем конкретно мечтаешь ты, Игорь Вольский, студент первого курса Белорусского государственного университета, факультета прикладной математики? М? Какой твой жизненный план? У меня жизненный план такой. Открыть кооператив по продаже компьютеров. И где ты их возьмешь? Куда продавать будешь? Кому продавать вообще не проблема. Компьютеры скоро станут всем нужны. А где брать? Да за границей привозить. Потому что у нас пока не производят. А деньги? Деньги откуда будешь брать? А деньги... Я ж не говорю, что уже завтра открывать буду кооператив. Накоплю деньжат. А я недавно в городе Петруху видел. Который у нас после 8 класса физику вел, Ага. и которого ты чуть не убил. Да. Как это чуть не убил? Ну, пусть сам расскажет. Короче, там такая история. У нас была контрольная по физике, и, ну, я, как обычно, хорошо подготовился и решил написать шпоры на парте. Ну и наш Петруша это заметил, начал кричать, говорить к директору, либо парты драить. Ну, к директору мне не особо хотелось идти, и я решил такой, ну, давайте приду, что-то там поебланюсь, и нормально будет. Помыл парты, но после Петрушка такой, сходи в слесарню, возьми ножовку по металлу и отпили штырь над доской. Здоровый, как это полено. Нифига тоньше, такой там торчать не мог. Ну ладно, пусть будет и тоньше, но все равно здоровый. Короче, пилю я его такой, пилю. Пилите гиря, Шура. Заткнись, не перебивай. Ну, в общем, я его отпилил, он падает, летит рядом с ним, в сантиметрах 2, падает, и Петрушка смотрит на него. И как начинает орать. Да ты охренел, он меня чуть не убил, у меня дети. Если бы ты на шахте работал. А при чем здесь шахта? Так он же в шахте когда-то работал. И потом что было? Потом он
Поорал, ну и успокоился. Это ж Петрушка. Андрей, пошли за сучками сходим. О, я тоже с вами. Останься. Ты оставишь наших дам одних? Ты что, охуел? Не понял. Все ты понял. Мы же вроде договорились. О чем это мы договаривались? Ну что я с Олей? Игорек, и когда это мы с тобой такое решили? Если ты сам себе что-то придумал, то для меня это ничего не значит. Ты понял? Я тебя по морде бить не буду, чтобы другие не заметили. Но если ты еще раз выпендришься, ты понял. Где случаи? Уже вроде бы за ними ходили. В чем дело? Я схожу за сучьями. Вообще я в курсе того, что было в районо. Знаю, не хотел об этом говорить. Может, Оля не в курсе? Не в курсе чего. Ну, если она не говорила, то и я не должен. Ну ты уже, считай, рассказал. Боже, без загадок. Мне дали не золотую медаль, а серебряную. Мне, в принципе, все равно, но мама попросила тебе не говорить, чтобы твоя мама не узнала. Потому что ей было принципиально, чтобы я окончила школу с золотой медалью. Не понимаю. Ерунда какая-то. Да, я не отличница, и что с этого? Так что там случилось? Я уже говорила сегодня. Все работы медалистов дополнительно проверяет РайОНО. И всем 3 работам наших медалистов 5 зачеркнули и поставили 4. У каждого нашли какую-то мелочь, которой придрались. У меня в задании по геометрии в одном месте минуса не было. Мы потом ездили с мамой в РайОНО, она просила за меня. Я ехать не хотела, но она за меня заставила. Что в районо? Ничего. Какой-то мужик долго нам объяснял, что это очень страшная ошибка. Даже хоть там дальше все и правильно. А в конце сказал: у вас время было рисунки разрисовывать цветными карандашами, а проверить все знаки времени не было. И тут мы с мамой поняли, что нас специально завалили. То есть они или знали, что мы с Новиковой специально переписывали чистовик, или просто догадались. Что значит специально завалили? Им что, в районо золотые медалисты не нужны? Выполнил и перевыполнил план по медалям. Разве не так? Ну, может быть, им без разницы. Медали все равно есть. Правда, серебряные, а не золотые. Новикова мне потом на выпускном сказала, что, ну, это она предполагает, что не по чину замахнулись. Школа в плохом районе, никогда ничем себя особо не проявляла, а в этом году из выпуска сразу 3 золотых медалиста. Непорядок. Ну, не знаю. Мне кажется, может, под директора копают. Ну что, ребят, может по 30 капель оформим? Вот это можно. Что тут? Ну вообще нужно пить не белое, а красное вино. Оно радиацию выводит. Кто тебе это сказал? Да я давно знаю. Еще с Чернобыля начала. Когда, радиация началась. Тогда уже все говорили, что красное вино помогает радиацию выводить из организма. Да ерунда это. Пей его сколько хочешь. Радиации в тебе меньше не станет. Мы же даже на демонстрацию ходили после Чернобыля 1 мая. Ты был, я помню. А ты, Сань? Я тоже был. И я. А вина больше нет? Радиацию выводить? Тебе же Игорь все объяснил. Да какую радиацию вообще? Так не осталось? Мы ж только 3 банки взяли. Надо было больше брать. Такой умный ты взял бы. Ну слушайте, раз такое дело, надо сходить в деревню за самогоном. Я оформлю. Ты точно знаешь, куда идти, или просто так говоришь? Разберусь. Денег сколько нужно? А сколько мы будем пить еще? Ну, пару бутылок, я думаю, да, чтобы больше не ходить. Ну, давай.
Ну все, пацаны, скоро буду. Давай. Пошли, может, прогуляемся? Пошли. Ты знаешь, куда Ирка Ходорович поступила? Нет. И тебе не интересно? Не. Странно. Ты же за ней ухлёстывал в начале 10 класса. Все пацаны ухлёстывали. Это неправда. Она мне никогда не нравилась. Нравилось, не нравилось. Но все от нее кое-чего хотели. Ну и чего это мы от нее хотели? Ну, после того, как слухи пошли, что она, это самое с парнями. Ты ерунду какую-то говоришь? Ты хочешь сказать, что ты к ней никогда не подкалывался? А на дискотеке в начале года? Да я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. И слухов ты про нее никаких не слышал. Ну слышал, не слышал, да какая разница? Мало ли что про кого говорят. И что слышал? Ты серьезно хочешь об этом поговорить? А знаешь, что там на самом деле было? Знаешь, что ее в деревне местные пацаны изнасиловали? Нет, не знаю. Откуда я вообще могу это знать? А ты откуда это знаешь? Она рассказала Ленке Соколич. Они ведь подруги. А Ленка мне. Ну и что потом было? Ну, с теми пацанами, которые ее... Суд был. Посадили их. Сидят сейчас. Ясно. Ну так куда она в итоге поступила? Технологический институт. Там специальность есть. Я не помню, как точно называется, но что-то с общепитом. Типа, кто закончит, станет директором ресторана. Трудно было в ЛГУ поступать. Ну, как сказать. Если не поступила, значит трудно. Но поступил с моей школы только тот, кто занимался с репетиторами. И так далее. А ты легко поступил? Легко. У меня не было абитуры. Я вообще победитель республиканской олимпиады по математике, плюс золотой медалист. Поэтому я просто отвез документы без всяких экзаменов и все. Круто. А как ты выиграл Олимпиаду? Легко. Мы с Серегой с моего класса сели рядом, когда задания раздали, поделили их и потом обменялись просто правильными ответами. Первое место мы тоже поделили. Серега в Москву физтех поступил, а мне как-то неохота, как-то тяжело там. Я в Минск. И ближе вообще. А почему ты поступал на философию? Тебе это правда интересно? Да. А как же по-другому поступать? Ну, у всех разные причины. Я с пацаном в БГУ познакомился. Так он тоже на философию поступал. Говорит, потому на философию поступаю. Что там делать, ничего не надо будет. Закончит универ, потом аспирантуру, будет преподом работать. А ты чем планируешь заниматься? Работать пойдешь? Я отнесла документы в училище. На маляра. Серьезно? Интересно получается сочетание философия и малярное дело. Ну, как-то так. Пацаны, кто у вас тут самогоном занимается? А сам ты вообще с откуда? С города? Да, мы в поход пришли отдохнуть. И сколько вас? 5 человек. Бабы есть? Не, нема. А хули вы так слабо? Ну так что, где здесь можно самогон купить? Аншарыха, ты ее дом сразу видишь. Он крайний в деревне. Спасибо. Сигареты есть? Да, есть.
Игорь с Олей ушли, а у Андрея свои дела. Не надо. А у тебя есть братья, сестры? Нет. А отец с вами живет? С нами куда ему еще деться? Хотя они с мамой уже развелись. Развелись после суда. После какого суда? Отец полез к маме драться. А мама дала в ответ утюгом. Ничего себе. Черепно-мозговая травма. Он подал на нее в суд. Я была свидетелем, но это не помогло. 2 года условно. И отец после этого все равно с вами живет? Ну я же говорю, у нас 2-комнатная хрущевка. Ее разменять невозможно, потому что нужно много доплачивать. Ни у мамы, ни у отца денег нет. Если разъехаться, то только в комнате в коммуналке. Но мама уперлась и не хочет. По мне так лучше в коммуналке где-нибудь в центре. А так все равно получается коммуналка. Мы с мамой в одной комнате, он в другой комнате. Кухня, туалет, ванна, все общее. А так мы вообще не общаемся. Слушай, а с кем это у тебя было первый раз? Что это? Ну, ты понимаешь. Какая разница? Мне интересно. Ну, мало ли что тебе интересно. А хочешь скажу, с кем у меня было первый раз? С кем? С тобой. Так мне интересно. Ну, это правда. Все равно мне интересно. Ну, теперь ты расскажи. Не хочу. Ну, расскажи, что ты ломаешься? Это был преподаватель. Какой преподаватель? Из пединститута. Он там работает и на подготовительных курсах у нас был. И как ты с ним, ну это самое... Какая разница? Ну, я тебе про себя все рассказываю. Ты можешь спросить у меня о чем угодно. Тебе это точно интересно? Ну да. А вообще Ленинград мне понравился. Я там был всего раз после 9 класса на экскурсии. 17-я школа поехала в Киев, а мы в Ленинград. Красивые у вас дома. Знаешь, неизвестные всякие, а вот эти простые, обычные дома. Мне нужно побыть одной. Извини. Подожди. В общем, я выходила после курсов, и он стоял в фойе института. И сказал, что рекомендует мне один учебник, и может мне его дать на время.
сказал, что учебник у него дома, а живет он неподалеку. Мы перешли через мост. Он живет на 2-м микрорайоне. Зашли в квартиру, и он предложил мне выпить чаю. И ты согласилась? Да, согласилась. И выпили чай? Не только. У него было шампанское. И ты пила с ним шампанское? Ты что, не понимала, к чему он клонит? Какая разница? Да в смысле, какая разница? Ты что, не понимаешь, что ты поступила как проститутка? Если я проститутка, то я вообще не хочу с тобой разговаривать, понял? Пошел вон! Может, пойдем к костру? Где остальные? Гуляют где-то. А Наташка? Пошла в палатку. Все нормально или вы поругались? Оба. Ну что там, все нормально. Само собой. Ну что, по 30 капель? А Наташку позвать не хочешь? Слушай, а можешь ты ее позвать? Ну, само собой. Вы точно не поругались? Ну что, товарищи, за что выпьем? Да ни за что. Давай просто так. Ну как так? Просто так пьют только алкоголики. Ладно, давай тогда, чтобы не в последний раз. Налей мне еще. Что так быстро? Это мое дело. Огурчик? Иди отсюда! Я тебе сказала, иди отсюда!
Иди отсюда! Я что, не ясно сказала? Иди отсюда! Господа, мне кажется, у нашей парочки влюбленных произошел какой-то конфликт. Я же сказала, иди вон отсюда. Это я, Оля. Из-за чего мы поругались? Какая разница? Ну ладно, не хочешь, не говори. Нет, почему? Я рассказала ему про преподавателя. Зачем? Ну, он спросил, с кем мне было в первый раз. Ты что, дура? Все ему рассказала и про аборт? Нет. Про это нет, конечно. Ну ты же знала, как он среагирует. Откуда я знала? А ты думала, он просто скажет: классно, молодец? Это я нормально реагирую, а пацаны по-другому. А ты знаешь, я у него кольцо украла. У кого? У препода. С камнем. Не знаю, с каким, я в них не разбираюсь. Оно в ванной лежало. Ты чокнутая. Зачем ты это сделала? Не знаю. И что потом? Он у тебя спрашивал про кольцо? Нет. Он больше со мной не разговаривал. В смысле, если что-то только нужно было на курсах. А что ты сделала с кольцом? Выбросила. Ну ты реально чокнутая. Не обижайся, что я тебе не звонила. Мне просто не до этого было. В общем, я выпила таблеток еще давно, весной. Из-за чего? И что потом? Что потом? Потом больница, сеансы у психиатра. Я вообще не хотела сюда ехать. Но мама настояла, чтобы я сменила обстановку. Она боялась, чтобы я опять что-то такого не сделала. Из-за поступления. Она не понимает, что поступление — это ерунда. Ты так и не будешь звонить? И не приедешь больше? Лучше ты приезжай. На зимних каникулах. Приедешь? У меня брат одноклассника в Западную Германию ездил по программе молодежного обмена. Говорит, там так охеренно. Люди живут в своих домах. Но не в этом деревянном говне, что у нас, а в нормальных, двухэтажных. А в каждой семье по 2 машины, как минимум. Он брал с собой часы командирские и фотоаппарат «Зенит». Продал там и говорит, чуть-чуть на видик не хватило. А то, прикинь, и видик привез бы. А так только двухкассетник японский. Я на следующий год тоже планирую загранпаспорт сделать, приглашение получить и туда. Возьму побольше
часов командирских, аппарат, чтобы уже точно на видик хватило. Он у нас 5000 или 6 стоит. А у вас ездит в Финляндию? Рядом же. Хотя у финнов сейчас сухой закон. Это они к нам должны бухать приезжать, да? Я на минуту отойду. Не, ну ты правду мне скажи. Она тебе нравится или просто выебать хочешь? Конечно, нравится. Ну, так бы и сказал. Тогда я не при делах. Все нормально. Ты спишь? Какая тебе разница? В общем, извини меня, ладно? Горбачев все правильно делает. Только, сука, очень медленно. Социалистическая система уже не работает. Ее надо на помойку выкинуть. И двигаться к капиталистической системе, как во всех цивилизованных странах. В СССР все так говняно, потому что никто не хочет работать. В Японии, к примеру, отпуск знаете сколько? 1 неделю. И то в последний день все выходят на работу, подготовиться. Игорь, не могу тебя понять. То есть ты хочешь сказать, что отпуск нужно сделать 1 неделю? Нет, Андрюша. Просто нужно работать нормально, а не кое-чем груши околачивать. Куда это они? Купаться? Купаться. Я думаю, им сейчас не до нас. Ребят, анекдот. Летят как-то в вертолете Горбачев с Раисой. И Горбачев говорит: если я сейчас ящик водки выкину, люди мне руки будут целовать. А Раиса его перебивает: а если я 2 ящика шампанского выкину, они мне ноги будут целовать. А летчик в это время: а если я их 2 выкину, то все мне будут жопу целовать. Надо было надеть купальник. С него будет гораздо лучше. Ты сумасшедший? А если они нас увидят? Да не увидит. Давай хотя бы чуть в сторону отойдем. А у вас в школе была такая фигня? Праздник строя, песни? Ну, к 23 февраля. Когда все маршировали, песни пели. Да, было что-то подобное. А у нас в 3 классе парень из-за этого погиб. Ну как из-за этого? Помнишь Цуля? Само собой. Это у него кличка такая была? Да. Извиняюсь перед дамой. Он в постель сцался.
Еще в 3 классе. Да я вообще неуклюжим был. Нога в ногу попасть не мог. Поэтому его и других, кто плохо маршировал, на конкурс не взяли. А ближе к конкурсу в нашей учихе совсем крыша поехала. Мы маршировали. Когда спортзал свободен в спортзале, когда коридор в коридоре. И те, кого не взяли, залезли на 9-этажку, пока мы репетировали. И стуль с нее упал и разбился насмерть. Так, а что с учительницей было? Это же все из-за нее случилось. Ее посадили? Не, ее не посадили. Она просто со школы ушла. А какое вы место заняли? 2 или 3, точно не помню. Но не 1. Пойду в палатку. А что так рано? Я не ложиться, просто отдохнуть. Ну давай. Сиканья. Ага. Откуда они тут взялись? Тот же хуй, который про самогонку спрашивал, говорил, что поход. Ну, он сказал, одни пацаны. А ты ему веришь? Мало что он тебе сказал. А баба ничего так. Да, да ничего. Что, пошли поговорим? Погнали. Не, ну это хорошо, что в Афгане заберут. Но все же, какого хуя 2 года в армии коту под хвост? Знаешь, мне кажется, что ты со своим опытом уличных боев в армии не пропадешь. А ну-то да, но все же, какого хуя? Знаешь, мне один умный чувак сказал, вся наша жизнь — это маятник, который мотается между хуёво и заебись, но чаще посередине. Давай самогонку допьем. Не, ну слушай, давай Наташке с Сашкой оставим. Они скоро вернутся, согреться надо будет. Сами друг друга согреют. Не, все равно, давай оставим. Или подожди, ты для храбрости? Для какой еще храбрости? Ну так что ты, давай действуй. Не сейчас. А когда, блядь? Привет. Сигареты есть? Нет. А что так слабо? Купались, да? Ну, А не страшно? что значит не страшно? Ну, вы одни, пацан с бабой. Мало что, да? А деньги есть? А вы в поход сюда пришли? Ну, А сколько у вас всего людей? много. Человек 10. А не пиздишь? Слушай, пошли покупаемся. Плавки одеть надо. Да нахера плавки? Давай без них. Ага. Ты перед Сашкой с Наташкой будешь голый плавать? Им сейчас не до нас. Идем. Ты некий борзый, да? Надо его поучить, да? Ребят, мы их не трогали, давайте мы сейчас уйдем и все. Ты тоже, я смотрю, некая борзая. Не хватало еще, чтобы вы нас трогали, да?
Андрей! Не дергайся. Молчи. Стой, сука, блядь! Вам пиздец! Вам всем пиздец, вы поняли? Мы сейчас у всех с порывом пацанов, вам пиздец! Ты мне, блядь, поговори еще нахуй! Животное, я сейчас топлю тебя, блядь! Лег нахуй! Значит, тебе холодно. Перелома вроде нет. Ну, пойдем там. Дай мне сигарету. Ну ты как? Нормально. В рот ее. И тяни. Сейчас выпейте с магией, и все будет нормально. Этот хотел допить, но я его остановил. Осталось немного. Иди Ольку позови. Пошли еще бухнем. Хочешь? Да, хорошо, сейчас. Что случилось? Да, так поговорили с местными пацанами. Кресты эти сраные.
Нормально мы их так отъебошили. Почему кресты? Ну, крестьяне типа, колхозники. А у вас так не говорят? Нет. А что, если они вернутся с подмогой, как и обещали? Не вернутся. Это ж кресты. Сулей, блядь. Да и куда они пойдут? Там 10 домов. Кого они там насобирают? А если они все-таки кого-нибудь приведут? Не, ну если хотите, я могу целую ночь дежурить возле костра. А если не целую банду приведут? Что ты будешь делать? Потушу костер, они нас не услышат. Да, никого они не приведут, я вам отвечаю. Ну, за то, чтобы... Поход продолжался без таких приключений. Нет, Почему нет? ты прекрасно понимаешь. Нет, значит нет. Ну почему? У тебя парень там, да? И ты думаешь, он там без тебя сейчас? Не это самое? Дело не в этом. А в чем дело? Ну ты мне объясни. Я человек понятливый. Я все пойму. Я не буду ничего объяснять. Просто нет. Ладно, пойдем. У меня кое-что есть. Ничего себе. И ты все это время молчала? Угу. Самое лучшее напоследок.